Ребята, всем привет! С вами Даша Моделист, и сегодняшняя серия будет посвящена этому маленькому малышу. Это брат буханки Головастик. Это УАЗ, и модель сделана фирмой АВД в 43-м масштабе, и она немножко необычная, а из смолы. Так что давайте смотреть, как я его собрала и покрасила. Итак, давайте посмотрим на коробочку. И тут за рулем сидит Вицин этой буханочки, а номерной знак указывает его год рождения. И, кстати, это последняя, наверное, модель, в которой АВД использовали такие пасхалочки, а что немножко жаль. Так, ну и первым делом инструкция. Инструкция немножко мятая. Состоит она из 14 шагов. И, мне кажется, довольно простой. И детали тут сделаны из смолы. Но смола, она немножко другая. Раньше смола у АВД была немножко другого качества, другого цвета. Мне кажется, что это более прочная, что ли. Итак, мне кажется, что рельеф кузова вылит не очень качественно, как-то не очень четкие границы вот этого рельефа. Но самое интересное, это вот эта вот кабина. Как всегда, оплои в окнах, но это ничего страшного, убираются они даже пальцем. И придется немножко зачистить надфилем. Ну, сразу скажу, что геометрия вроде бы соблюдена правильно. Я не вижу прям, чтобы мне что-то резало глаза. Люк недостаточно глубоко пролит. Недостаточно аккуратно, как будто сделаны фары. Хотя они, наверное, и на буханках, на самих тоже не очень аккуратны. И что тут еще? Колеса. Колеса, видите, тоже сделаны из смолы. И вполне себе даже прилично, на мой взгляд. Сиденье и сам тент. А дальше в коробке идут стандартные детали из АБС пластика. Они унифицированы со всеми другими буханками по АВД. Видите, диски сделаны из пластика, колеса из смолы. Наверное, они хорошо подружатся. Единственное, чего не хватает в наборе, это декалей. Так что номерной знак придется придумывать самой, искать в каких-то моих запасах. Собрала я УАЗик быстро, буквально за вечер. Деталей тут немного, и я использовала суперклей для их соединения. Обычный клей для моделей смолу очень плохо склеивает. При сборке было только несколько сложностей с очисткой наплыва от смолы, но это типичная проблема моделей из смолы. После обезжиривания я приступила к окраске, а точнее к грунтовке модели. И как вы могли обратить внимание, я продолжаю грунтовать на улице грунтом из баллончика от фирмы АМО. И да, во время локдауна в ноябре я была на даче и успела не только собрать несколько моделей, но и загрунтовать. А предыдущую модель, зимнюю Т-34, я тоже собрала на даче, и если вы не видели видео с работой над ней, то загляните в описание, там будет ссылочка на это потрясающее видео. А после грунтовки я даю УАЗу высохнуть примерно 12 часов, как минимум. А теперь настал мой любимый момент. Это окраска модели в основной цвет. Окрашиваю кабину УАЗика в серый цвет, а поскольку грунт черный, то и тени я могу регулировать интенсивностью базового цвета. Но после нанесения основного цвета я, конечно же, пройдусь по верхним поверхностям чуть более светлым оттенком серого. Вообще мне очень нравится работать с серым цветом. У него очень множество оттенков, по сути, от белого до черного, и поэтому с ним очень интересно играться. Тут я использую краску от фирмы ZIP, и мне очень нравится название этого оттенка «Мышиный серый». Потом несколько другим оттенком серого, более теплым, окрашу грузовую платформу. Тут рельеф благодаря черной основе будет сам автоматически создавать тени. Также окрашу тент. У модели он сделан довольно условно, но благодаря небольшой игре оттенков можно сделать его поинтереснее. А держу я тент примитивным способом. На зубочистку я нанизила пластилин и пластилином же закрепила тент. После нанесения основного синего цвета я сделаю высветление бело-голубым оттенком.
теперь я окрашу серебряным цветом от фирмы Zip диски. Пора заняться ручной работой, то есть работой кистью. И сейчас я буду красить УАЗику глазки. В черный цвет я покрашу корпуса фар алюминиевым светоотражателем. Также в черный цвет я окрашу дверные ручки, хотя, судя по фотографиям, они бывают и серебряными, и черными. И многие уже обратили внимание, что у меня новый аэрограф. Это аэрограф от фирмы Machete, и он мне пока даже нравится. А найти такой аэрограф можно в магазине «Модельная лавка». Там помимо аэрографов и инструмента для моделизма можно найти много моделей самых разных производителей по относительно доступным ценам. А еще можно воспользоваться многочисленными акциями, коих в магазине очень много. Так что можно тоже очень классно сэкономить. А если вы делаете первый заказ в модельной лавке, то воспользуйтесь вот этим промокодом. А для последующих покупок используйте промокод Даша, и тогда у вас будет скидка в 10%. Также окрашу руль в черный цвет и ступицы. Надеюсь, я правильно определила название этих деталей. Также формально окрашу двигатель, коробку передач, раздаточную коробку и глушитель. Теперь интересный момент. АВД в своих наборах из смолы не удосуживается класть декали. И всегда приходится выкручиваться в этой ситуации. И на помощь мне в этот раз пришли ребята из Dr. Decal. Они делают декали для автомобилей в 43 масштабе. И на модели я использую декали их производства, а в частности эмблему УАЗ и государственные номерные знаки. Головастик у меня будет из 77-го региона Российской Федерации. И это город Москва. Теперь настало время смывки, и я использую черную смывку от Zip. И обратите внимание, как после нанесения глянцевого лака смывка отлично протекает во все углубления. Кстати, у меня не обычный УАЗик головастик, а его версия для дальнобойщиков. У него немного увеличенная кабина, где размещается спальная полка. И это очень странная концепция: внедорожный дальнобойщик-грузовичок. И, видимо, так на УАЗе планировали конкурировать с газелями. Ну, странно, согласитесь. Модели головастиков – нечастые гости на модельных столиках. Например, кроме этой модели от АВД можно найти еще несколько моделей в 35-м масштабе из смолы, например, от фирмы AMG, и не путать с кузовным ателье Мерседеса. Также выходили головастики от фирмы Mini Arm Factory, и тоже в 35-м масштабе, и тоже из смолы. А в 72-м масштабе также из смолы есть модель от Alex Miniatures. Еще когда-то давно выходила модель от Balaton Models в 72-м масштабе и тоже из смолы. Так что если вы захотите сделать модель этого милого грузовичка, то вам, как и мне, придется иметь дело со смолой.
После смывки я задую модель матовым лаком. И я очень хочу сделать немножко сколов, но не могу я сделать отечественную машину без этих артефактов российского автомобилестроения. Наношу сколы я при помощи губки. А теперь время сухой кисти. Я промакиваю широкую кисть в белой масляной краске и насухо вытираю ее об салфетку. И теперь прохожусь ей по всей модели. Ура! Настал момент, когда я смогу применить свой любимый прием масляные точки, но я просто обожаю это. Этим методом я имитирую следы погоды на грузовичке, и автомобиль сразу начинает оживать и становиться как настоящий. Время поработать со стеклением. Мне надо прорисовать уплотнители на стеклах. Я просто кисточкой окрашиваю их по контуру, благо контуры здесь очень легко определить. А также витражными красками я окрашу фары и красным цветом обозначу катафоты. Вот тут я буду припылять модель, и сделаю я это несколько необычным для себя способом. Я наношу пигмент на ходовую часть и после этого промазываю его white спиритом. И таким образом пыль как бы попадает в углубление модели, и так будет выглядеть вполне естественно. А также я нанесу масляные точки на тент и чуточку припылю грузовичок.
вот такой у меня получился результат. Сборка была не очень простой, но я ее победила, это смола, и она показала все свои нюансы. Единственное, что мне не очень понравилось в этой модели, это нечеткий пролив деталей именно кузова. Что петли, что какие-то там маленькие фонарики, выглядит это немножко смазанным. Но я посмотрела, что и готовые модели, которые продаются от фирмы «Ласточка», это по сути и есть этот кит, имеют те же проблемы. Так что я сделала все, что смогла, и результатом, в принципе, очень даже довольна. И, кстати, на этой модели я немножко потренировалась в преддверии выхода новинки от Звезды, буханки в 35-м масштабе. И надеюсь, что ее сборка будет проще. Итак, пока. До новых встреч. Пока-пока.